тебя, кстати, шапочка идет. Yeah, like I have this one story. Like it happens. I think I attended Agla lectures. I don't know if you heard about it. The bird came to the hole and wherever, and like he just literally stayed in front of me. Like it was very disturbing. I just didn't like. Come on, man. So I just opened the window and like waited for the bird to go. He went literally. He was just understood like okay. He opened the window for me, flight away. Let's speak about Professor Farina. He is calm during his lectures. He prefers interesting slides inside slides, with multiple languages on one slide, like with Latin, with Italian, with English. It's really cool. At least you learn some new languages. Например, был один преподаватель, который почему-то за мной постоянно взглядом следил. То есть он что-то рассказывает, я могу чуть-чуть повернуться в одну сторону, чуть в другую. И если передо мной сидит человек, и он перекрывает видимость, он берет в сторону, отшагнет, чтобы меня видеть. Я немножко в другую сторону, он отшагнет, чтобы меня видеть. Мне было немножко странно. Не знаю почему. Могу сказать то, что Мунир довольно веселый человек. Начинает мяукать во время лекций, гавкать. Это весело, на мой взгляд. На одном из его туториалов он рассказывал про наследование классов в Java. И там были примеры про зоопарк и про животных. Когда подошло время к рассказыванию про котов и собак, он начал издавать нехарактерные для человека звуки. То есть, когда он рассказывал про метод мяу, он кричал мяу. Когда рассказывал про метод гав, он кричал гав. Очень прикольно, когда со мной все время здоровается Бурмяков. То есть вот идешь, сидишь, я, например, сижу в каве, он проходит там около вот ресепшена, видит меня и такой, я ему тоже так здороваюсь, хотя я даже не знаю, он точно знает мое имя или нет, но мы всегда с ним здороваемся. Возможно, этому поспособствовало то, что я первое время все время ходил в костюме и, так знаешь, выглядел по-деловому немножко, возможно. Я совсем забыл про профессора Фролова, потому что мы с ним на протяжении, наверное, всего Иннополиса в маленькой вражде. Например, тоже на одной из лаб, которые он проводил, я сидел, и я даже не знаю, каким образом мы до этого дошли, но мы что-то задумались о том, как мы все выглядим. И вот он рассказывает, что ну вот, посмотри, Ваня, у тебя вот здесь девушка сидит, вот, красавица, она вот прихорашивалась и вот так далее, она вот прям старалась, чтобы сюда выйти. А ты вот, ну ты пришел, ну молодец, ну вот как обычно ходишь, так и пришел. А вот она вот прям старалась. Я говорю, ну хорошо, я тогда в следующий раз приду в галстуке. Ну, он такой, ну хорошо, увидимся. Уже начинает уходить, и он понимает, в чем была ловушка. Возвращается и говорит то, что ты должен прийти не только в галстуке. В общем, в воскресенье я поехал в Казань, и на последнем автобусе в 9 часов уезжаю оттуда. Сажусь, захожу, оплачиваю, иду. Места смотрю, заняты. Тут рюкзак, тут рюкзак, тут рюкзак. И уже до конца автобус почти дошел, и он уже начинает трогаться. Я думаю, надо сесть побыстрее. Я говорю мужику, можно сяду? Он рюкзак убрал. И я свой наверх туда упал, сел. Потом вот так вот лежу, уже засыпаю. Устал. Он только сидит, этот какой-то мужик, он так вот так делает. Говорит, Тимур, привет. Я говорю, здравствуйте. Это Бурмяков был. Я такой просто сидел, блин, как же стыдно, надо же провалиться сквозь землю. Вы знаете, в начале семестра я всегда, когда меня спрашивают, как дела, отвечаю, прекрасно, начался новый семестр, я увижу новых людей. А к середине семестра я также откровенно говорю, вы знаете, как они мне надоели. Но при всем при этом я каждый раз жду начала нового семестра, ведь будут новые люди. И вначале я искренне, как хорошо, что я увижу новых людей. Это интересно. У нас по ITP, точнее у меня TA Алла-1, он иностранец.
Вот, то есть не умеет говорить по-русски, но он учится. И это очень прикольно, потому что он везде пытается какие-то фразы уже употреблять в русском языке. И каждую лабу он что-то новое приносит нам, рассказывает, вот. И мы очень так смеемся, его поддерживаем. То есть прикольно. I like the story of Professor Ivanov. It was during the pandemic when we were studying online, and professor every day started the lecture for online students with question. Online students, can you hear me? And we reply him because we didn't hear him. Sorry, we can't hear you. Maybe there's something wrong with your microphone. And he say, oh, they are sleeping. So let's continue. And we didn't hear him. Рассказываю. У нас был курс Theoretical Computer Science. Там мы проходили теорию конечных автоматов. В один прекрасный момент наш тьютор Фролов, великолепный человек, что он делает? Он спрашивает одну девочку, говорит, показывает на доску. Реши пример. Она решает, и он такой смотрит на нее такой, let's take a selfie. И он делает с ней селфи прямо на паре. Мы все, конечно же, аплодируем, потому что это был слегка нонсенс для нас. Профессор Браун. Он ушел из университета, и вот, значит, я как только поступил в этот вуз, нет, даже не поступил еще, это было летом, только я поступал в вуз, я написал этому профессору, сказал то, что так, вот я, значит, поступающий, я хочу с вами встретиться, вы руководите геймдев-лабой, native speaker, носитель языка, вот, и, значит, я не знаю, ничего не понимающий человек, прихожу в офис, вот, мы начинаем обсуждать разные темы, ну, я понимаю все, вот, и в какой-то момент мы просто начинаем смотреть. Фильм называется он «Острый глаз», как-то так, или «Зоркий глаз», как-то. Eagle's Eye, как-то так, да. Просто вот так получилось, что пришел к профессору в гости, вот, чисто попил чай, обсудил темы, вообще замечательно. Не знаю, насколько веселая тема, но, в принципе, жизнь студентов Иннополиса. История, которая изменила мою жизнь. Я ее уже как-то раз рассказывал в университете, но повторю. Вместо первой лекции по математическому анализу неожиданно к нам в класс пришел Александр Данилович Александров. Совершенно легендарная личность, академик, тот уже давно уже академик. Легендарная личность, ну, по многим причинам. Например, он стал ректором Ленинградского университета в 33 года. И был им в течение более 10 лет, начал при Сталине, закончил при Брежневе. Он был одним из тех, кто был инициатором идеи создания кампуса Ленинградского университета в Петергофе. Идея критиковалась многими, но тем не менее, что университет должен иметь кампус, и Ленинградский должен иметь, это Александр Данилович. Вообще он математик, специалист по хроногеометрии. Хроногеометрия – это геометрия в пространстве Минковского. Вот, совершенно замечательной внешностью. Это вот я небольшой, лысенький, толстенький и так далее. А он представляет себе, как мог выглядеть капитан Немо, уже пожилой, но еще не престарелый. Представляете себе? Седые волосы, зачесанные назад, нос с горбинкой, гордый профиль. Вот это Александр Данилович Александров. Вот, когда он вошел, мы думали, что это была вообще первая лекция. Думали, он и будет читать лекции по математическому анализу. Но он сказал, извините, вот меня сегодня партийный комитет университета попросил прочитать вам лекцию «Этика студента». От меня, наверное, ждут, что я должен сказать, не материтесь, не пишите на партах. В общем, я это вам говорю, не материтесь и не пишите на партах. Однако, если вы будете материться в боевой обстановке, это не имеет значения. А в обыденной жизни имеет значение. Это первое. Во второе, если вы написали что-то на парте, мы еще посмотрим, что вы написали. Если вы написали замечательное четверостишье, мы скажем, ну что ж так, бумаги что ли не было, зачем на парте-то? А если вы написали что-нибудь нецензурное, мы, наверное, сочтем, что вы написали всю нецензурщину в университете, заставим вымыть всю ее. Это два. Ну, кроме того, я пришел сказать даже не это. Я пришел сюда сказать вам, что вы поступили в университет, чтобы стать интеллигенцией.
Интеллигенция, да, это социальная прослойка, социальный слой в современном обществе. Но дело даже не в этом. Интеллигенция – это часть нации, которая стремится думать самостоятельно. Всю свою жизнь вы будете получать зарплату за то, что думаете самостоятельно. А что это означает? Это означает, что если полицейский, так я сказал, милиционер, разумеется, говорит вам, что надо идти направо, вы обязаны спросить, почему направо. И если не получили ответ, обязательно поставить эксперимент пойти налево. Вы зарплату будете получать за то, что мыслите самостоятельно. И поступили в университет учиться этой работе. Вот это было очень знаково.